Приветствую вас, друзья, на канале Индекс Рейд. Анализ рынка на сегодня, 8 апреля 2024 года. Сегодня мы с вами посмотрим на макроэкономические показатели, посмотрим на внутрисетевую активность, посмотрим некоторые альткоины, в частности эфир, Solana и BNB, а также посмотрим на главную криптовалюту биткоин. Поэтому будет интересно, не переключайтесь и давайте начнем. Индекс страха и жадности находится в зоне жадности, индикатор показывает отметку 76. За последние сутки было ликвидировано трейдеров на общую сумму 173 миллиона долларов США, и потери несут преимущественно шортовые позиции. Соотношение коротких и длинных позиций также за последние 24 часа у нас сейчас доминируют лонговые позиции, доминация составляет 54,36%. Открытый интерес на бирже деривативов сегодня в зеленой зоне, прирост составляет 4,70%. Тепловая карта ликвидаций по данным CoinGlass. Сейчас основные ликвидации сосредоточены на отметке 72 745, а следующий уровень у нас находится на отметке 73 125. Индекс альтсезона находится в нейтральной зоне по-прежнему, отметка 55, и давайте традиционно посмотрим на доминацию биткоина. Доминация биткоина на дневном таймфрейме сейчас удерживается в центральной части восходящего канала, и если прорываем эту зону, у нас в поддержке ближайшей 13 экспоненциальная среднескользящая, это зеленая кривая на индикаторе Index Rate код A, отметка 54,14%. Дальше у нас консолидация золотого сечения, отметка 54.03, уровень Fibonacci 1.618. Если проваливаем эту зону, уходим на поддержку 25, 50 и 100 экспоненциальных средних скользящих. Все они находятся в зоне 53. Если удерживаемся сейчас и происходит отскок, то у нас есть потенциал роста к верхней границе этого канала примерно на отметку 56-57. Здесь в зоне 57 находится 2.618 локальная расширяющаяся Fibonacci на дневном таймфрейме, красная направляющая, и отсюда у нас уже будет потенциально понятно, как будут себя вести альткоины. Если такой прирост доминации состоится, то следует предположить, что рынок может немножко снизиться, и основные покупатели сейчас это фонды ETF, а также биткоин-фонды типа Grayscale могут хорошо откупаться, и доминация биткоина будет прирастать. Если же прорываемся ниже этих отметок, как я уже сказал, в зоне 53, то у нас потенциал снижения в зону 52, здесь 200 экспоненциальная среднескользящая, красная кривая и также уровень Fibonacci 52.05, нижняя граница канала. Здесь для альткоинов может быть хороший отскок. Индекс доллара США сейчас на дневном таймфрейме разворачивается. Основные показатели индикатора код A рисуют нам шортовую зону. Индикатор Хала HMA тренд у нас засветился красным. Не прорвались сейчас через среднюю границу канала. Не удержались здесь. Двинулись ниже. Сейчас поддержка 13 экспоненциальная отметка 104.24. Если прорываем ее, уходим на поддержку 103.86. Здесь консолидация на этом уровне трех экспоненциальных среднескользящих. Оранжевая, красная, синяя кривые. Это 50, 200 и 100 экспоненциальные среднескользящие. Чуть ниже у нас поддержка 103.58, 382 направляющая уровня Fibonacci, локальная по расширению дневного таймфрейма. Если же удастся удержаться на экспоненциальных, то будем пытаться штурмовать среднюю границу канала в зоне 104,5, и выше этой границы у нас находится золотой карман 0.618 по FIBA, отметка 105.41. Потенциально у нас сейчас в большей степени намек на снижение. В прошлом обзоре я это говорил, так и произошло. Посмотрите, от пиков волн моментума, это фиолетовая лента индикатора код B, мы двигаемся сверху вниз. Да, есть у нас уже хорошие показатели по стохастическому RSI, он в зеленом засвете и смотрит вверх, и также индикатор Difference Momentum, оранжевая кривая, тоже смотрит вверх. В целом у нас бычий денежный поток, поэтому отскочить сейчас от этих кривых у нас потенциал, конечно же, есть. Также в лонгах у нас параболический алгоритм, Parabolic SAR индикатора код A, он все еще не завершил свое движение, поэтому если удержатся экспоненциальные в зоне 103, то я думаю, что будем 104,5 еще раз штурмовать. Премаркет у нас сейчас в зеленой зоне, все основные индексные показатели, промышленный сектор Dow Jones, S&P 500, а также высокотехнологичный сектор NASDAQ сейчас показывают прирост. На сегодняшний день рынок ожидает ключевых показателей по индексу потребительских цен, а также по индексу производителей, которые выйдут в среду и в четверг. В целом, если говорить об ожиданиях, то индекс потребительских цен прогнозирует рост на 0,3 в месяц по сравнению с 0,4 и увеличение до 3,4% в годовом исчислении по сравнению с 3,2. Также базовый индекс потребительских цен может вырасти в месячном исчислении тоже до 0,3, что увеличится
на 3,7 и в годовом исчислении на 3,8. Свопы индекса потребительских цен ожидают, что индекс составит 3,4 в годовом исчислении и 0,3 в месячном. Индекс потребительских цен уже несколько месяцев превышает средние оценки аналитиков. Возвращаясь к июлю, отчет по индексу оказался ниже цены свопа индекса потребительских цен, что происходило только один раз в ноябре. На прошлой неделе после хороших данных по занятости доходность двухлетних облигаций завершила неделю выше уровня 4,75, в то время как ставка по десятилетним трежерис выросла до 4,4%. С учетом того, что за последнее время показатель индекса потребительских цен остается в зоне примерно 3,2% и, скорее всего, в ближайшие несколько месяцев останется на этом уровне, было бы разумно исключить дальнейшее снижение ставки, и это приведет, конечно, к росту двухлетних облигаций. Если говорить о десятилетних облигациях, то ставка преодолела ключевое сопротивление на отметке 4,35% и завершила неделю на отметке 4,4%. На данный момент кажется возможным повышение ставки примерно до уровня 4,5% или даже выше. Между тем, спреды между ожиданиями по ставке overnight в США и другими центральными банками продолжали расширяться. Это расширение должно привести к росту доллара в ближайшие недели, особенно если данные по США указывают на более высокую и долгосрочную позицию Федеральной резервной системы по денежно-кредитной политике. Кроме того, мы наблюдаем расширение спреда по долгосрочным облигациям, например, между десятилетними облигациями США и десятилетними облигациями Германии, фактически являющимися главным форвардом европейского рынка, которые, похоже, вышли в область сопротивления 2%. Для этого спреда и движение выше этого уровня должно привести к значительному расширению, потенциально примерно до 2,3% или даже выше. Учитывая поддержку евро, которая в настоящее время находится на уровне 1,07%, это может привести к значительному падению европейской валюты по отношению к доллару. Более широкие спреды, вероятно, также приведут к более широким спредам по высокодоходным долговым обязательствам, и это начало уже происходить, когда индекс высокодоходных облигаций CDX вырос до 340 на прошлой неделе. И если подвести итог по макроэкономической статистике, то сочетание более высоких ставок, более сильного доллара и более широких кредитных спредов должно привести к ужесточению финансовых условий и снижению стоимости акций. Насколько низко будет это снижение, зависит от ужесточения финансовых условий, а исходя из текущих экономических данных, можно предположить, что условия придется ужесточать значительно. Поэтому большинство аналитиков считает, что ближайшее заседание Федеральной резервной системы, которое состоится 30 апреля 1 мая, вряд ли принесет нам значительное послабление в денежно-кредитной политике, и мы увидим с вами первое снижение процентной ставки. Что касается рынка криптовалют, то большей частью сейчас участники ожидают биткоин-халвинга, который состоится через 10 дней. Ближайшая дата примерно 19 апреля. И если говорить о его внутрисетевой активности, то в первую очередь хотел бы обратить внимание на этот чарт. Это нереализованный профит и убыток. Очень часто показываю его в своих обзорах. Обратите внимание, всегда, когда было дно рынка, этот чарт уходил в зону капитуляции. Всегда, когда был максимум рынка, этот чарт уходил в зону веры. И сейчас мы находимся именно на этой отметке. Причем, если посмотреть, куда мы достигли, то мы увидим с вами, что мы сейчас консолидировали этот показатель в зоне вот здесь, 25 октября 2021 года, также верха, которые были у нас в феврале и в январе 2017 года, а также пик, которого мы достигали в августе 2012 года. И сейчас от этого пика мы двигаемся вниз. Если это движение продолжится, то мы, скорее всего, уйдем в зону оптимизма, и у нас есть все основания полагать, что биткоин уйдет на хорошую коррекцию. Если говорить о следующем чарте, MVRV Z-Score, это показатель рыночной и реализованной капитализации. По определенной формуле вы можете посмотреть на Look into Bitcoin, все ссылки в описании на эту платформу вы найдете. То сейчас мы с вами достигли максимального значения, которое у нас было на поддержке вот здесь, в октябре 2021 года. То есть мы не достигли пика этого внутрисетевого показателя и тем более не достигли даже середины зоны от нижней границы до верхней, где считается зона перекупленности и перегретости актива по этому внутрисетевому показателю. То есть потенциал роста у нас еще есть. Возможно, нам какое-то время придется консолидироваться здесь, даже увидеть поддержку, как было в сентябре 2021 года, после чего есть все основания полагать, что мы с вами все-таки дойдем до зоны перегретости, вот до этой красной зоны по этому чарту. И один из моих любимых внутрисетевых показателей, индикатор золотого сечения или мультипликатор золотого сечения, то он сейчас нам показывает очень хорошую перегретость. Обратите внимание, всегда пики рынка достигали красной отметки зоны Фибоначчи, либо пересекали ее. Мы уже достигли этой отметки и сейчас корректируемся и можем уйти в зону аккумуляции. Сейчас зона аккумуляции находится на отметке $60 тысяч за один биткоин. Ну и переходя к графику биткоина, обратите внимание, регрессивный канал, средняя его граница, мы сейчас штурмуем именно эту зону. Это примерно 72 тысячи с половиной. Если прорываемся, следующим сопротивлением 73
с небольшим, 73 700, если быть точным, у нас находится уровень Fibonacci 3618. Прорыв именно этого уровня сопротивления отправит нас в зону 85 тысяч за 1 биткоин. Если не удерживаемся здесь, то на дневном таймфрейме ближайшая поддержка у нас 25 экспоненциальная среднескользящая, отметка 67 600, дальше 50 экспоненциальная среднескользящая, это оранжевая кривая на графике, у нас в поддержке 63 800. Дальше уже сотая синяя на отметке 57. Ну и здесь же на отметке 54, 2 618 Fibonacci у нас находится тоже достаточно сильная поддержка. Ну а еще ниже у нас 200 экспоненциальная в зоне 48,5 тысяч долларов. Если построить Fibonacci по расширению от ближайшего импульса, то мы с вами видим, что в сопротивлении у нас также будет отметка 77 200. Это уровень золотого сечения, до которого мы так и не добрались. Я предполагал, что мы все-таки дойдем до этого уровня, прежде чем у нас начнется коррекция. Сразу стоит обратить внимание, что на индикаторе код B у нас сейчас волна моментума двигается вверх, достаточно слабенько, но потенциал роста есть. У нас есть волны, которые двигаются в одном направлении, но эта волна не является якорной, она не вышла за границу канала этого индикатора в отметке минус 60. Это означает, что импульс может быть недостаточно сильным. При этом трендовый индикатор TrendScore — это ломаная кривая, она двигается снизу вверх, и также вверх у нас смотрит и стохастический RSI в зеленом засвете, тоже двигаемся в зону перегретости. Есть кроссовер, все нам говорит о том, что мы должны прирастать. Также обратите внимание, что у нас и активный, все еще продолжающийся зеленый денежный поток. Алгоритм Sequential по индикатору код A сейчас рисует только третью свечу, потенциал роста достаточно большой. Ну и давайте посмотрим локально на 6-часовом таймфрейме. Уже есть перегретость, как раз таки в зоне средней границы канала. У нас 11 свеча по индикатору, код A, алгоритм Sequential. Потенциально мы можем по инерции двигаться еще выше. Очень хорошо в лонгах находится индикатор TrendScore. На 6-часовом таймфрейме в максимальных значениях здесь же стохастическая RSI, очень высокая отметка 81, но все еще в зеленом цвете. Волна моментума не завершила свое формирование, также есть зеленый кроссовер. Это означает, что мы растем в лонгах, и лонговый денежный поток. Да, уже высоко difference momentum, оранжевая кривая, индикатор код B, но пока не намекает на разворот. Если говорить в целом, перегретость, конечно же, есть, по инерции можем двинуться, но уже нужно быть очень внимательными, по крайней мере, в краткосрочной перспективе. Обращаю внимание, это 6-часовой таймфрейм. Если смотреть совсем локально на часовик, то актив прорвался через среднюю границу, все экспоненциальные средние скользящие смотрят вверх. Есть очень большая перегретость, уже больше 13 свечей по инерции алгоритма Sequential индикатора код A, поэтому потенциально вернуться и протестировать средний уровень этого канала, скорее всего, у нас есть, он в зоне 70 тысяч, здесь же у нас в этой же зоне находится и ближайшая экспоненциальная среднескользящая, это зеленая кривая на индикаторе код A, она у нас на отметке 70 944. Дальше у нас 25 на отметке 70 286, ну и дальше 50 на отметке 69,5, оранжевая кривая. Алгоритм Parabolic SAR все еще рисует нам бычье направление, и также в бычьем направлении находится индикатор Хала. В зеленом засвете алгоритм HMA Trend индикатора код A. Если посмотреть на код B, то у нас уже перегретость показана. Мы видим глубокий кроссовер. Якорная волна вышла за границу 60. Уже в максимальной перегретости находится трендовый индикатор TrendScore. Сверху вниз смотрит difference momentum. Все еще зеленый денежный поток, поэтому небольшая коррекция в рамках этого локального таймфрейма у нас может быть. Опять-таки, если это произойдет, мы потрогаем ближайшую 13-ю экспоненциальную, и это у нас консолидируется с средней границей восходящего канала. Эфир у нас рисует на дневном таймфрейме вторую свечу по алгоритму Sequential. Выглядим очень по-бычьи. У нас также есть выход из параллельного канала на дневном таймфрейме, и у нас произошел его ретест, причем дважды. После выхода один раз, второй раз. Третий раз по правилам технического анализа может быть прорыв и возвращение в этот канал. На это тоже стоит обратить внимание. Пока у нас динамика бычья, есть у нас перегретость по стохастическому RSI. На индикаторе код B, он у нас в красном засвете. Волны моментума двигаются снизу вверх. Потенциал к росту есть, конечно. Также трендовый индикатор TrendScore тоже пока в средних значениях, еще не перешел в лонги, но двигается тоже в верхнем направлении. Ну и активный зеленый денежный поток, бычий money flow.
Ближайшим сопротивлением выступает глобальный уровень Фибоначчи на отметке 3719. Если прорываем его, уйдем к локальному уровню золотого сечения 1.618 на отметке $4000 с небольшим. 4.066, если быть точными. Сейчас, в принципе, в поддержке выступают все экспоненциальные среднескользящие. На двух ближайших сейчас рисуется свеча Heiken-Nash. Это 25 и 13, соответственно, фиолетовый и зеленый. Мувинг индикатора код A. Ну а главная поддержка у нас сейчас на локальном уровне FIBA 3.340, серая направляющая. И здесь же у нас консолидация 50 экспоненциальная среднескользящая. Оранжевая кривая тоже находится в этой отметке 3.344. В краткосрочной динамике на 6 часах у нас есть перегретость, 11 свеча по алгоритму Sequential индикатора код A. Также видим, что тянемся к сопротивлению 3719, но уже очень сильно перегрелись. И потенциально небольшая коррекция у нас вполне себе может произойти. Основные объемы как раз сосредоточены здесь на отметке 3,5. Поэтому если коррекция будет, можем трогать именно этот уровень. В поддержке у нас находится 100, 50, 200, 25, 13, то есть все экспоненциальные среднескользящие, ну ближайшая 100 отметка 3,452, и также в зоне 3,430 у нас находится 13 экспоненциальная среднескользящая и 50 экспоненциальная среднескользящая, это ближайшие поддержки. Ну а 200 экспоненциальная красная кривая у нас на уровне 3,340, это локальный уровень расширяющегося Фибоначчи. Консолидация прямо четко по этому уровню. Так что в целом потенциально выглядим по-бычьи, но коррекция локальная, я думаю, не заставит себя долго ждать. Перегретость явно налицо. На дневном таймфрейме Solana находится в боковом движении, консолидируется под уровнем локального расширяющегося FIBA 183.47. Сейчас на единичке пытаемся прорваться в поддержке 25 экспоненциальная фиолетовая кривая 1.77.52, $177 и 52 цента. Если не удерживаемся, проваливаемся ниже к 50-й, оранжевая кривая, отметка 160, и здесь же 382. Локальная FIBA тоже 161.01. Дальше золотой карман 143.56, пока туда не смотрим, но в целом алгоритм Parabolic SAR индикатора кода A не завершил еще движение в шорты, и алгоритм Sequential рисует седьмую свечу. В целом у нас зеленая доджи, но при этом алгоритм считает ее шортовой. Если посмотреть на код B на дневном таймфрейме, видим, что есть намек заворота волны моментума. В средних значениях у нас трендовый индикатор TrendScore. Потенциал снижения ниже у нас, конечно же, есть. Пока в неопределенности есть заворот по стохастическому RSI. Очень в хороших значениях 32,5, зеленый и смотрит вверх. Денежный поток у нас также все еще бычий. Поэтому если здесь завернемся, то у нас отрисуется хорошая картина для роста, и потенциал двинуться еще повыше у нас есть. Кроссоверы пока в ближайшее время у нас отрисованы не были. Если посмотреть локально на 6 часах, то мы сейчас оторвались от нижней границы канала, не дотянулись до нее в этом боковом движении, то есть не было ретеста, один раз только потрогали эту отметку 5 апреля. И в краткосрочной перспективе у нас есть потенциал прорваться через локальное Фибоначчи 183.47. Если это произойдет, также будет прорыв и 50 экспоненциальный среднескользящий 182.53, оранжевая кривая, видим ее на графике, то потенциально мы можем отправиться к следующей отметке, и она у нас находится в зоне FIBA 236 на уровне $198 за одну Solana. Если же этого не произойдет, будет тест нижней границы канала еще раз, и если прорвем, то увидим поддержку 200 экспоненциальной среднескользящей, отметка 161-160. Здесь же у нас и уровень глобального Фибоначчи и уровень локального расширяющегося Фибоначчи. То есть две направляющие, зеленая и бирюзовая, у нас в этой отметке достаточно сильный уровень поддержки. При этом все-таки при прорыве ближайших сопротивлений, о которых я сказал, то у нас есть потенциал вернуться к средней границе канала, а это у нас отметка уже в зоне 211, примерно сейчас. Ну и последний альткоин, который сегодня хотел бы посмотреть, это BNB. Находимся в боковом канале, идет накопление. Алгоритм Parabolic SAR индикатора код A рисует все еще шорты, но уже достаточно давно. При этом двигаемся в боковом движении. Смотрите, у нас перегретость, уход вниз, ретест ближайший
экспоненциальный, опять вверх, снова ретест, причем ретест происходит именно на отметке 25 экспоненциальной среднескользящей. Сейчас она в зоне $561 за 1 BNB, и если еще раз произойдет этот ретест, то у нас есть потенциал спуститься чуть-чуть пониже в зону глобального Фибоначчи 236 на отметке 528. Здесь чуть пониже на отметке 511 находится 50 экспоненциальная среднескользящая. Пока ниже я не ожидаю, здесь 100 экспоненциальная среднескользящая в поддержке, уровень глобального FIBA 427-438 примерно. Если посмотреть на дневном таймфрейме на индикатор код B, то мы с вами видим, что так же, как и на предыдущих активах, у нас все еще бычий денежный поток. Алгоритмы индикатора сейчас показывают у нас лонги. В лонг двигается трендовый индикатор, ломаная кривая. Уже находится в лонговой зоне, отметка 75. Также заворачиваемся по волнам моментума. Фиолетовая лента тоже завершили движение, не дойдя до нижних границ, даже близко к зоне минус 60. И наверху у нас сейчас находится difference momentum, тоже алгоритм индикатора код B. И также есть зеленый кроссовер. Все еще смотрим вверх, и потенциал у нас достаточно хороший. По крайней мере, стохастический RSI уже немножко перегрет, если говорить по его числовым значениям, отметка 69, но при этом он зеленый и смотрит вверх. Если нам удастся удержаться здесь сейчас на 13 экспоненциальной среднескользящей, отметка 578, то у нас будет попытка вырваться выше к нулевому FIBA на отметку 691. Ну а если посмотреть локально на 6 часах, в краткосрочной динамике, то у нас здесь есть с вами регрессивный канал. Очень четко видно, что мы вырвались из него в начале марта, потом произошел ретест этого канала, почти дошли до верхней его границы, снова вверх, еще раз можно сказать ретест верхней границы этого канала. И сейчас мы с вами двигаемся уже выше него, можно сказать, канал свою часть отработал и пытаемся прорваться локально через 382 FIBA, отметка $606 за 1 BNB. Также обращаю ваше внимание, что если нам удастся это сделать, то следующий уровень у нас 640, ну и дальше у нас золотой карман 618 на отметке 674. В целом выглядим тоже по бычьи, смотрим тоже локально везде вверх. В поддержке у нас 50 ближайшая экспоненциальная среднескользящая, 13 25. Все в зоне $580 за 1 BNB. Дальше ближайшая поддержка $560. Это синяя кривая индикатора код A, 100 экспоненциальная среднескользящая. Алгоритм параболик SAR пока еще лонговый, видим, что он подсвечен бирюзовым цветом и смотрит вверх. Если посмотреть на код B, то у нас стохастический RSI очень хорошо выглядит. Отметка 62, салатовый зацвет зеленый, смотрит тоже вверх. Наверху уже достаточно сильно, правда, волна difference, ну и волны моментума тоже находятся в верхних значениях. То есть перегретость в целом есть, но все еще выглядим по-бычьи. Не сильный, но все еще продолжающийся бычий денежный поток. И также есть у нас бычий кроссовер. На этом, наверное, все. Всем спасибо, кто досмотрел это видео до конца. Обязательно поддержите канал лайками и комментариями. Это очень важно. Обязательно подпишитесь на канал, если вы еще не подписаны. Также подпишитесь на телеграм-канал и телеграм-чат. Все ссылки есть в описании к этому видео и в первом закрепленном комментарии. Там же вы найдете и ссылочку на блокчейн-платформу Bastion. Там выходит аналитика, которая не связана с нашими каналами. Тоже рекомендую туда подписаться. Если вас интересуют премиальные индикаторы, которые рассмотрены в этом видео, также ссылочку найдете в описании к этому видео. И там же найдете ссылки с бонусами, дополнительными airdrop и очень интересными лаунчпадами от наших партнеров и от наших бирж. Ну а с вами был Гоша, канал IndexRate. Всем хорошей продолжающейся недели. Всем спасибо и до новых встреч.